Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о крокодилах. Но не просто о крокодилах, ведь это целый отряд, в который входит около 20 видов зубастых красавцев. И разговор пойдет в направлении аллигаторов. Почему именно они? Да потому что крокодил Гена не просто крокодил, а самый настоящий аллигатор. Почему аллигатор? Вот это мы и узнаем. Но прежде чем делать выводы, надо досконально изучить этого злобного, а может и добрейшей души зубастика. Что ест и что делает, о чем думает и где плавает. Поехали! Аллигатор – рептилия из отряда крокодилов, но имеющая ряд отличий от других его представителей. Обитают в озерах, болотах и реках. Эти внушающие страх своим видом и напоминающие о динозаврах присмыкающиеся и в самом деле хищники, способны к быстрому передвижению как в воде, так и на суше. Имеют очень мощные челюсти и хвост. Пусть его куст не такой сильный, как у его африканских собратьев гребнистых крокодилов, которые достигают 250 атмосфер и являются обладателем самых сильных челюстей у тех, кто бегает на планете Земля. Но свои 150 атмосфер он может сделать как за здрасте. И это те экземпляры, которые изучали ученые. Может, они стеснялись и нехотя выдавали заниженные результаты ввиду своей скромности. А в дикой природе аллигатор способен перекусить какую-нибудь черепашку. Пусть не ниндзю, но булыжник еще тот. Среди аллигаторов выделяют два вида: миссисипский и китайский. Первое научное описание миссисипского аллигатора было сделано в 1802 году. Обитающий в Китае вид был описан немного позднее, в 1879. Американские аллигаторы больше китайских сородичей. Их длина может составлять до 4 метров, а в редких случаях даже и больше. Весить они могут до 300 килограмм, но обычно в 2-3 раза меньше. Взрослые китайские аллигаторы достигают до 2 метров, а вес их редко превышает 30 килограмм. Окрас может меняться в зависимости от места, где живет аллигатор. Если в водоеме много водорослей, он приобретает зеленый оттенок. В сильно заболоченных, содержащих много дубильной кислоты, светло-коричневый. Живущие в темном и мутном водоеме рептилии становятся темнее. Их кожа приобретает темно-коричневый, едва ли не черный окрас. И связано это, конечно же, с мимикрией. Для успешной охоты аллигаторам необходимо маскироваться и оставаться незамеченным. А вот брюшко маскировать не надо, поэтому оно в основном всегда светлое. На передних лапах у тех и у других по 5 пальцев, а вот на задних лишь по 4. Длинный хвост. Он примерно равен всему остальному телу. С его помощью аллигаторы плавают, используют его в схватках, строят гнездо или нору, и потому он отличается мощью. В нем же накапливаются запасы для зимовки. Так как же отличить аллигатора от настоящих крокодилов? И по которому крокодил Гена — это аллигатор, а не крокодил. Легко. У него более широкая морда лица, которая имеет форму буквы У, а у настоящих крокодилов его форма ближе к букве В, то есть более заостренная. Также у настоящих крокодилов ученые отделили аллигаторов и гавиалов в отдельные виды. При сомкнутой челюсти отчетливо виднеются нижние зубы, а у аллигаторов с прикусом все в порядке. Да и глаза у аллигаторов расположены повыше, да и живет он только в пресной воде, хотя может покупаться и в соленой, но недолго. Обитают американцы в основном в штате Луизиана и особенно во Флориде. Именно в этом штате обитает до 80% всей популяции. Если на водопой к месту обитания миссисипского аллигатора приходят домашние животные, то поймать их легче, поскольку они менее пугливы. Поэтому аллигаторы не дурачки какие и с охоткой селятся неподалеку от людей и питаются ими. Едят овец, телят, да и какую-нибудь собачку недотепу могут оприходовать на завтрак. В период засухи могут в поисках воды и тени перебираться в пригороды или даже забредать в бассейны. Представляю реакцию среднестатистической американки, решившую отдохнуть от суровых будней около бассейна, где притаился наш молодой и полный энергии красавец. Надеюсь, картинка обойдется без жертв, но о ней услышат многие. Ареал китайских аллигаторов, как их общая численность, сильно сократились из-за хозяйственной деятельности людей. Теперь эти рептилии живут только в бассейне реки Янцзы, хотя ранее их можно было встретить на обширной территории, включая большую часть Китая и даже Корейский полуостров. Хотя, зная китайских друзей не понаслышке, возможно, численность сократилась по другим причинам, ведь знахарство и непередаваемый вкус крокодиля
курятины никто не отменял. Ну да и с ними, благо они их попутно выращивают на фермах, так что если поголовье в природе приближается к нулю, то поближе к человеку под его неукоснительным присмотром там все в порядке. Аллигаторы — грозные хищники, способные питаться всем, что им удается поймать, ведь имеют как и силу, чтобы справиться практически с любыми из них, так и достаточную ловкость для поимки. В их рацион входит рыба, черепахи, птицы, мелкие млекопитающие, моллюски, насекомые, домашние глупые и не очень животные. Также в ход идут, как ни странно, с такими зубищами-то плоды и листья. Да, именно они, так что аллигатор предпочитает мяско с салатиком. Также поведение аллигатора сильно зависит от температуры воды. На секундочку, аллигаторы холоднокровные, как и все в крокодильем отряде. Активна рептилия в теплой около 25 градусов в воде. Если же вода прохладная, то она начинает вести себя более вяло, сильно снижается и аппетит. Так что словом, мороз и солнце день чудесный — это не про него. В природе, как и другие представители крокодиловых, они на самом верху пищевой цепочки. Но это не значит, что они не могут опасаться других животных. Серьезную угрозу для них могут представлять пантеры и медведи. Впрочем, верно и обратное. Аллигаторы также могут расправляться с ними и поедать своих врагов. Но такие ситуации явление довольно редкое. Большей угрозой являются другие аллигаторы. Среди них распространен каннибализм. Взрослые сильные особи не брезгуют охотиться на соплеменников меньше и слабее. В особенности частым это явление становится, если популяция на ближайшей территории стала слишком высокой. Тогда на всех может не хватать легкой добычи. Самим аллигаторам, в основном молодняку, помимо сородичей, могут угрожать выдры, еноты, змеи и хищные птицы. Также на них иногда нападают крупные рыбы. Для более взрослых, но еще молодых особей серьезную угрозу являются рыси и пумы. Эти представители кошачьих обычно не нападают специально, но случаи конфликтов между ними аллигаторами зафиксированы. Людей не боятся, могут сами представлять опасность для них, но специально не нападают. Обычно лишь реагируют на провокации. Обычно, если рядом с аллигатором не делать резких движений, он не проявит агрессии. Но есть риск, что рептилия перепутает ребенка с мелкой добычей. Так что я лишний раз бы палец в рот ему не клал, а тем более держался бы подальше с детьми от таких вот бармалеев и не проверял бы их психику на прочность. В основном аллигаторы живут в норах сложных и извилистых, растягивающихся на десятки метров. Хотя большая часть такой норы расположена над водой, вход в нее обязательно должен быть подводным. Если он пересыхает, аллигатору приходится рыть новую нору. Они нужны как прибежище в холодную пору. В них могут зимовать вместе сразу несколько особей. Но самое невероятное — это то, что не все аллигаторы уходят в норы. Некоторые впадают в спячку прямо в воде, оставляя на ней лишь ноздри. Туловище рептилии вмерзает в лед, и оно перестает реагировать на любые внешние раздражители. Все процессы в организме очень сильно замедляются. Это и позволяет пережить холод. Длительная спячка характерна для китайских аллигаторов. Миссисипские могут впадать в нее до месяца. Если аллигаторам удалось пережить самую опасную пору взросления, то он может достигнуть 30-40 лет. А если условия и того благоприятствуют, они иногда живут и того дольше, вплоть до 70 лет. Так что, дорогие друзья, за это короткое время мы узнали многое про родственников крокодила Гены. Что они не такие уже добрые, как наш герой из мультфильма. Еще что он иногда кушает фрукты и вмерзает в лед живьем. Такие они, аллигаторы. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.